своем недавнем тесте я назвал Opel Combo настоящим убийцей кроссоверов. Ну и, конечно же, тут же зрители в своих комментариях начали писать, что никогда вот эти вот пирожки или маленькие микроавтобусы не победят их любимые кроссоверы, которые являются образцом универсальности, функциональности, вместительности. Ну, в общем, вот кроссовер это бусинка, а микроавтобус это кака. Так вот, ребята, сегодня при помощи Opel Combo мы будем убивать Renault Duster, при том, что у Duster есть все легальные возможности сопротивляться нашей атаке. Какие аргументы мы слышим от людей, которые выбирают кроссоверы? У меня высокая посадка, у меня хорошая обзорность, и я чувствую в этом автомобиле себя более защищенным, потому что я сижу высоко. Я не знаю, насколько реально обзорность становится лучше, если у вас разница в клиренсе в 2-3 сантиметра. Но когда я сижу в Opel Combo, очевидно, что здесь обзорность лучше, потому что здесь огромные стекла. Здесь огромное лобовое стекло, здесь большие боковые стекла, и при этом я тоже здесь сижу как в кроссовере. Здесь все-таки, опять же, речь идет о том, насколько у вас завалены стойки, насколько большие у вас зеркала, насколько правильно они настроены, насколько большое у вас лобовое стекло, насколько большое у вас заднее стекло, как много через это заднее стекло видно. Будете ли вы видеть маленького ребенка, когда сдаете назад? И, естественно, тут очень важно, есть ли у вас камера заднего вида. Так вот, в нашем пирожке, в нашем Opel Combo, а в нашем не кроссовере у нас есть камера заднего вида, а вот в Duster этой самой камеры нету, при том, что Duster это не базовая комплектация. У нас там ультрамарин, машина стоит приличных денег, как для Duster. Ну, ладно, давайте будем считать, что я придираюсь, потому что в 99% современных кроссоверов камера заднего вида тоже есть. Но вы посмотрите на мониторы. Вот монитор в нашем пирожке. И посмотрите на монитор Duster. Посмотрите на мониторы в других недорогих кроссоверах. Но даже об этом я готов не разговаривать, потому что это особенности комплектации. Давайте поговорим об особенностях кроссовера и такого пирожка. Так вот, если мы говорим про количество карманов, если мы говорим о количестве отделений для вещей, если мы говорим о жизненном пространстве внутри Opel Combo и внутри Duster, так вот, Opel Combo это квартира-студио, огромная, на 100 квадратных метров, где есть шкаф-купе, где есть роскошные комоды и где есть шкафы. А вот Duster это, знаете, такая себе смарт-квартира для студентов на 18 квадратных метров, где всего очень мало и, я бы сказал, впритык. Так что такой вот пирожок выносит по архитектуре салона не только Duster. Он может вынести любого лидера украинского рынка, например, такую машину, как Kia Sportage. Kia Sportage неплох, но у него тоже меньше места, чем в таком пирожке. А сейчас небольшая, но полезная для меня и для вас рекламная пауза. Вы знаете, что у нас есть партнер, компания Hotline, а у этой компании есть свое приложение, о котором мы сейчас и поговорим. Дело в том, что если вы будете им пользоваться, то это очень-очень упростит вашу жизнь, потому что, во-первых, вам будет легко и просто сравнить предложения страховых компаний, во-вторых, легко и просто проверить цены. А если к этому приложению также привязана ваша банковская карта, то вам для покупки ОСАГО не нужно будет вводить никакие свои реквизиты. Еще одна выгода от приложения Hotline заключается в том, что вы сразу видите, какие у вас были страховки, какие у вас есть страховки и когда и что заканчивается. К тому же у вас всегда на руках будет ваш полис, который вы с легкостью сможете продемонстрировать сотрудникам полиции, например, а также очень легко и просто вы свяжетесь со страховой компанией. Ну и безусловно, еще раз вам напоминаю, что приобретая гражданскую ответственность или страховку ОСАГО на Hotline Finance, вы вводите промокод 2HP, 2 лошадиные силы, и получаете дополнительную скидку в 50 гривен. Мелочь, а приятно. Ссылка на Hotline, как всегда, находится в описании к этому видео. Мы знаем размеры багажника Duster.
Сюда на нашем тесте поместилось 4 ящика. Размеры этих ящиков 45 на 40 на 35 сантиметров. Да, это не идеальные измерительные приборы, но эти условия работают для обоих конкурентов одинаково. Теперь пойдемте к Opel Combo и посмотрим, чем же ответит он. Ну, во-первых, мне нравится, как здесь открывается крышка багажника, потому что у нас есть выбор. А выбор — это всегда хорошо. И да, в Opel помещается, в принципе, тоже 4 ящика. Но есть моменты. И эти моменты вы сейчас увидите. В Opel помещается 4 ящика. Но эти 4 ящика помещаются на Европалете. Да, этот автомобиль разработан для того, чтобы сюда сейчас подъехал погрузчик, засунул палету с грузом под самый потолок. Я думаю, что это, ну не знаю, пару квадратных или кубических метров всякого груза. Но тем не менее, 4 ящика, фишки, и очевидно, что места в Opel больше. Насколько больше? Ну давайте я сейчас вытащу вот эту Европалету и попробую засунуть ее в Duster. Итак, Европалета, которая пытается попасть в багажник Дастера. Первая попытка успехом не увенчалась. Попробуем таким вот образом. Ну, как бы все. Но это не конец истории. В то время как я вот здесь пытался засунуть Европалету, проходящие мимо строители обучили нас, как правильно упаковывать багажник Opel Combo. Да. Итого, получается, что если мы убираем Европалету, то сюда сразу помещается 8 ящиков плюс фишки. И это уже совсем большая разница. Я уверен, что большинство зрителей на змейке поставили бы на Duster. Это все-таки кроссовер, а не какой-то минивэн, пирожок, микроавтобус. Я бы тоже так сделал. Тем более, что Duster на этой самой змейке выглядит вполне пристойно. Его не сильно кренит, и он уверенно держит траекторию. Время тоже нормальное, 12-18. Но есть одна проблема. Комбо на змейке ничуть не хуже. А по итогу даже лучше, со временем 11:94. А теперь мы накладываем одно видео на другое, и вы высказываете свои мысли по этому поводу. Также в комбо мне нравится, где расположены подстаканники. Они здесь стоят точно так же, как в кроссовере Nissan X-Trail предыдущих поколений. Удобно и очень практично. Находится все это над воздуховодами. Но плохо, что эти воздуховоды не соединены с подстаканниками. Тогда бы мы могли и подогреть что-нибудь, или наоборот охладить. Это, конечно, недоработка со стороны Opel. Чувствую ли я ущербным на этом автомобиле в дорожном потоке? Если у меня какие-то проблемы с маневром, если у меня какие-то проблемы с разгоном, если у меня какие-то проблемы с ускорением? Нет, нет и еще раз нет. Opel Combo — это очень надежный автомобиль на каждый день. Это никакой не коммерческий транспорт. Это не какой-то автомобиль, в котором вы должны страдать из-за того, что, ну, здесь, знаете, рабочее место сделано для человека, который в нем должен работать, а не который должен на этом автомобиле отдыхать. Opel Combo — это комфортный и весьма практичный автомобиль. Но вот скажите мне, в каком кроссовере есть вот такая шикарная сдвижная дверь с одной и с другой стороны, и в какой кроссовер мы можем вот так вот удобно и легко попасть на второй ряд сидений? Обратите внимание, что здесь достаточно места. Естественно, очень места много для головы, потому что это вот большой микроавтобус. Я сейчас тут для себя поднял подголовник. Много места для ног, есть расстояние, есть специальный столик. Также мы можем открыть задние стекла на этих самых дверях. И вот эта опция мне очень и очень
нравится. Сами сиденья мы не можем отодвинуть. Так вот, самая большая проблема заключается в том, что я не могу откинуть спинки сидений. Вот они установлены вот так вертикально, и с этим вам придется смириться или что-то придумывать. При этом, как бы, ну вот сложить это все очень легко, у вас много места появляется для багажа. Но почему я не могу разложить вот эти самые спинки? Тем более вот там у нас помещается целая европалета. Если ее убрать, то сиденье же можно раскладывать как кровать. Почему французы это не предлагают? Это очень неудобно для семейного автомобиля. Если бы я, а мне иногда хочется приобрести себе вот именно такой пирожок, приобретал его, то, конечно же, я бы в первую очередь думал о том, как поменять вот эти вот сиденья, второй ряд. Потому что, ну, как бы, ребята, вот настолько вертикально, это не очень удобно. И да, забегая наперед, в Дастере вы тоже не можете регулировать спинки сидений, и они тоже там установлены достаточно вертикально, но там их сложно раскладывать, а здесь нет. Здесь эта опция, она напрашивается, здесь эта опция должна быть. Понятное дело, что заход в Дастер не настолько удобен, как в Opel. Здесь все гораздо проще. Ну и, конечно, здесь гораздо меньше места. Мои колени упираются в спинку сидений. Моя голова немножко упирается в потолок. Ну и, как я уже говорил, спинки задних сидений, заднего ряда сидений у нас тоже установлены вертикально. И регулировать их нельзя. Так что мне кажется, что если мы сравниваем размеры салонов, то Opel Combo однозначно имеет больше жизненного пространства внутри, чем Renault Duster. В чем Opel Combo уступает современным кроссоверам? Ну, конечно же, в первую очередь, это качество материалов. Здесь очень много деревянного пластика, здесь очень много простого черного пластика, и здесь практически нету кожи, нету алюминия, нету алькантары. И, естественно, сиденья у нас тканевые. Понятно, что с Дастером мы каким-то образом еще можем конкурировать, там тоже кирзового пластика достаточно, но если говорить о кроссоверах таких как Kia Sportage, если говорить о кроссоверах таких как Mazda, то, понятное дело, здесь мы конкурировать никоим образом не можем. Вторая проблема Opel Combo — это, конечно, road credibility, уважение тебя на дороге. Ты по-прежнему для большинства участников движения человек на пирожке, подневольная тварь, которая занимается бизнесом, человек, который не является владельцем этого автомобиля, наемник, который должен ехать в правом ряду и вообще ни от кого не отсвечивать, потому что ты же едешь на абсолютно дохлом автомобиле, который не может ни с кем конкурировать. У тебя же не машина, а чахлик. И это при том, что наш Opel Combo способен отодрать в разгоне до сотни и на 402 метра как минимум 50% современных кроссоверов, а со второй половиной он может сыграть в ничью. Ну да, конечно, еще кому-то он обязательно проиграет. Но, ребятишки, давайте посмотрим правде в глаза. Положить 50% рынка на лопатки вот так вот со старта — это тоже очень хороший аргумент. К сожалению, из-за заснеженности трассы мы не смогли снять гонки на 402 метра, но разгон до 100 км у нас есть. Перед этим напомню, что Duster вооружен дизельным мотором 1.5 и 6-ступенчатой роботизированной коробкой. Мощность мотора 110 лошадиных сил, крутящий момент 250 ньютонов. В этот раз наш разгон составил 12,78. У Opel Combo со сходным объемом, но 8-ступенчатым автоматом и большей мощностью 130 лошадиных сил и 300 крутящего момента разгон ожидаемо лучше. 11,94. Здесь Combo выигрывает практически секунду. Результаты расхода топлива у нас тоже есть. При скорости 90 с включенным круиз-контролем у Combo получилось 5,7-5,9 литра дистоплива на 100 км пути. У Duster меньше — 3,9-4,1. И, конечно же, я должен сказать, что клиренс Duster составляет 210 мм, у Combo меньше. А вот грузоподъемность — это уже конек Combo, 650 кг против 475 у Duster. Да, я знаю, что, конечно же, вы сейчас начнете мне рассказывать по поводу того, что Opel Combo
не может конкурировать с кроссоверами, потому что кроссоверы это полноприводные автомобили, которые могут сражаться и быть эффективными на бездорожье, а комбо нет. Я бы с вами согласился, но на самом деле 90% продаж на украинском рынке это переднеприводные кроссоверы. И они на бездорожье точно так же беспомощны или точно так же эффективны, как и Opel Combo. Хотя, безусловно, если сравнивать с Duster, у Duster отличные углы атаки и у Duster хороший клиренс. Но мы знаем также огромное количество кроссоверов, у которых свесы еще хуже, чем у Combo, а клиренс точно такой же. На этом тесте представлены переднеприводные версии Duster и Combo, поэтому мы решили проверить, как обстоят дела у автомобилей, если мы оставим сцепление лишь для одного переднего колеса. И здесь тоже я делал бы ставку на Duster, и разумеется, он не подвел. Но Opel с задачей опять справился чуть быстрее. Походу лучше, чем тот. Ну ладно, теперь давайте перейдем к каким-то понятным вещам, которые строятся не на ощущениях, а, например, попробуем замерить шум внутри нашего автомобиля. Напомню, что нашим образцом и примером является Mercedes-Benz S-класса, у которого шум в автомобиле на скорости 90 и даже 110 км в час не превышает 60 дБ. Что касается Opel, то у него получилось 64-67, у Duster 66-68. Но вот эту вот разницу в 1-2 дБ вы точно почувствуете, потому что кажется, что в Opel значительно тише. Торможение мы проводим на скорости в 60 км в час. Начинаем с Duster. Его лучшее торможение 12 метров 56 сантиметров. Худший результат 13,89. Среднее арифметическое по результатам 3 заездов 13 метров 13 сантиметров. Принесут ли эти цифры неудачу Duster? Посмотрим. Лучшее торможение Opel 13 метров 16 сантиметров. Худший результат 13,92. Средний 13 метров 55 сантиметров. Здесь победа за Duster. Какие же первые ощущения от Duster после того, как я пересел на него с Opel Combo? Во-первых, такое впечатление, что меня сплющило, что здесь в 3 раза меньше места, чем в Opel Combo. В принципе, это абсолютно нормально, меня это устраивает. Я люблю компактные автомобили, но я не люблю вот такие вот заваленные стойки, когда речь идет о квадратных кроссоверах и когда речь идет о посадке в такой автомобиль, потому что заваленные стойки это значит стремительный силуэт, заваленные стойки это значит спортивный автомобиль, и это означает какие-то выдающиеся показатели в аэродинамике. Ничего этого в Duster и близко нет, есть просто менее удобная посадка, чем в пирожке, потому что пирожок квадратный, у него нету вот этого вот скоса. Если говорить о качестве материалов, то в Duster торпеда выглядит чуть интересней, в Duster салон выглядит интересней, в Duster материалы чуть дороже, чем в Opel Combo. Незначительно, но на 10-20% мне кажется лучше. Очень часто владельцы кроссоверов пренебрежительно относятся к пирожкам, потому что они считают, что там меньше систем безопасности, меньше безопасных опций, меньше комфортных опций, но сегодняшнее сравнение с Opel Combo говорит о том, что там опций поболее будет. Вопрос просто в деньгах. А что касается возможности эти самые опции получить в пирожке, то они точно такие же, как и в Duster. Безусловно, Duster на дороге уважают больше.
Вообще, надо сказать, что этот автомобиль украинцы любят. Он выглядит брутально, он выглядит настоящим внедорожником. И где-нибудь в сельской местности или какие-нибудь аграрии, я думаю, с удовольствием бы покупали этот автомобиль во времена неурожая. Потому что, когда урожай есть, они сразу внезапно покупают Toyota Land Cruiser 200 или, знаете, худо-бедно, но хотя бы Land Cruiser Prado. Что касается Duster, ну вот Duster это очень специфический автомобиль для нашего рынка, но он очень хорошо продается в сегменте B2B, когда бизнес работает для бизнеса. В целом, я считаю, что Duster это отличный автомобиль, но если мы говорим об универсальности, если мы говорим о функциональности, если мы говорим о трансформационных возможностях, то, конечно, Opel Combo здесь кладет его на лопатки, ну, потому что Combo заточен для того, чтобы быть настоящим универсалом, а такие автомобили, как Duster, по большому счету, это раздутые хэтчбеки, которые в угоду моде на сегодня называются кроссоверами, и очень часто, такое мы не можем сказать про Duster, но очень часто имеют не идеальные углы атаки бамперов, просто обычные легковые автомобили, и очень часто имеют такой же клиренс, как у обычного хэтчбека, ну, может быть, на сантиметр-полтора выше. Но это, конечно же, никакая не история про бездорожье, никакая не история по езде с грунтовыми дорогами и с какими-то грандиозными ямами. Эту переставку мы можем честно назвать битва двух балок. Начинаем со скорости в 55 км в час. Уж больно эти автомобили не похожи на чемпионов в данной дисциплине. Разминочные 55 км Combo преодолевает достойно и без замечаний. А вот на 60 наш микробусик взбрыкивает и приходится все экстренно стабилизировать. При этом трекшн никак не реагирует. А вот на 65 электроника понимает, что что-то пошло не так и включается в работу достаточно эффективно. Он реально помогает пройти переставку с меньшими усилиями. На 70 в автомобиле просыпается дух Opel Kadett GSI, и он показывает класс, часто недостижимый современным кроссовером. На скорости в 75 км волшебство заканчивается, и я сношу фишки. Duster на 55 тоже невероятно устойчив, идет как по рельсам. На 60 такой же тревожный звонок, как и на Combo. Отметка в 65 приносит новые открытия. У нас зафиксирован отрыв колеса от дорожного покрытия. Это не преступление при прохождении переставки, но не сказать бы, что хорошая примета. На 70 мне не помогали духи Dacia 1410 Sport. И возможно это к лучшему. Короче, отметку эту я каким-то чудом прошел. И естественно, на 75 нас ждала шикарная катастрофа. В общем, вин-вин. Конечно же, я знаю, что сегодняшним нашим тестом мы не сможем переловить тренд рынка, когда 75% занимают кроссоверы. Но я уверен, что сегодня Opel Combo, если не убил Duster, то серьезно намял ему бока. И как вы видите, мои аргументы по поводу того, что вот такие вот микроавтобусы очень часто гораздо лучше, чем кроссоверы, они весомы и очевидны.